Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу про все мошеннические схемы, которыми пользуются адвокаты. Как они наживаются на родственниках тех людей, которые попали в тюрьму или там в полиции сейчас находятся. Расскажу вам свой опыт общения с адвокатами и научу вас, как не попасться на удочку мошенников с большой буквы закона. Итак, давайте начнем, ребят. Для тех, кто впервые на моем канале, немного о себе. Я провел 12 лет в местах лишения свободы из своих 34. Чем я не горжусь. Здесь на канале я просто рассказываю свой опыт, дабы огородить людей от моих ошибок и также смотивировать изменить свою жизнь, как смог это сделать я. Сейчас в моей жизни только спокойное мирное небо над головой, никакого криминала, никаких даже там косвенных общений с людьми, имеющими к этому отношение. Вот, видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за спокойную, свободную, мирную жизнь. А если кому интересно, как я там оказался, почему, зачем и что, смотрите, в общем, плейлист «Гопник аудиокнига». Итак, сегодня выскажусь по этому поводу. Кто меня смотрит уже давно, знает, что видео у меня было на эту тему. Оно, кстати, было у меня одно из первых, потому что тема больная на самом деле. Адвокаты. Для меня это очень больная тема. И также для тех, кто когда-либо отбывал, там, не знаю, раз, два, неважно сколько раз. В общем, когда человек попадал по уголовному делу, то есть он поймет, о чем я говорю. Давайте начнем. А начнем мы с того, что недавно я еще раз лишний убедился в том, что я абсолютно прав. То есть я абсолютно прав. Сейчас я на ваш суд вынесу, так сказать, одну ситуацию. Прошу вас рассудить, так сказать, в комментариях по этому поводу. Да? Недавно ко мне обратился человек, он является адвокатом. Кстати, ребята, кто не подписан, не забывайте подписываться, ставить палец вверх, либо палец вниз, если вам не нравится то, что я здесь рассказываю. Итак, в общем, недавно мне пишет человек и говорит, так, мол, и так, короче, говорит, хочу посотрудничать с тобой там, по поводу рекламы. Я спрашиваю, говорю, ну, какая реклама, какого рода, чем занимаешься. Он говорит, я адвокат и занимаюсь тем, что там защищаю, естественно, там интересы, да, там, людей, которые попали. Ну и также я еще делаю упор на то, чтобы осужденным давали отпуск, которые сидят в тюрьме. Им там, ну, вообще по закону положен, короче, отпуск раз в год, что ли, на 2 недели. Но при мне с 12 лет я ни разу не видел, чтобы кто-то выходил в отпуск. Вот. И вообще я лично считаю, что не надо людей оттуда выпускать, потому что ты сидишь там, настроившись на срок, тут раз ты почувствуешь. Лично я бы не вернулся, я сразу говорю, я бы не смог вернуться, вот просто взять так вот и собраться и из дома поехать самому в тюрьму. Нет, я бы не смог. Вот. По этому поводу тоже напишите, ребят, что вы думаете. Итак, я говорю, ну что, не вопрос, называем ему сумму. Там, он говорит, я ему называю сумму, говорю, стоимость такая-такая за рекламу в одном ролике. Он говорит, нет, я как бы хочу, давай ты будешь рекламить, да, а бабки типа пополам, вот, ну, ко мне обратятся и так далее. Я говорю, слушай, старина, как бы тут дело такое, я говорю, я так не работаю. Давай ты мне даешь деньги, я тебя рекламлю. Кто к тебе придет, ты там разбирайся с ними сам. Ну, я не собираюсь отслеживать, там, сколько человек, короче, к тебе пришло, там, сколько ты с них денег взял. Мне это не надо. Давай с тобой конкретную сумму там обговорим, да, там, за 1 там, ролик, за 2, за 3. Он говорит, а сколько тебя устроил бы? Он такой разочаровался сразу, такой, говорит, да, я думал, что мы будем партнерами. Я говорю, ну, не совсем партнерами. Я говорю, ну, мне это не нужно просто, мне так неудобно. Мне это лишняя заморочка. Вот. Я говорю, оплата по факту, все, я сделаю, не вопрос. Дальше разбирайся сам, короче. Вот, то есть я трафик на тебя, грубо говоря, перегоню. Вот, он такой, да, блин, ну ладно, а сколько? Я говорю, ну называю сумму. Скажу честно, она не очень большая. И некоторые блогеры, кстати, тюремные, которые рассказывают тоже про свой опыт пребывания в местах не столь отдаленных, берут столько за 1 выпуск, сколько я ему назвал за месяц. Его это устроило, потому что бабки они зарабатывают хорошие. Вот, и говорит, ну все, я бы, говорит, даже купил прям сразу на 3 месяца. Я говорю, ну вообще классно тогда, круто. Вот, он говорит, ну давай, типа, встретимся. Вот, типа, я, говорит, в Москве сейчас буду. Сам он где-то там в Питере вроде обитает. Вот, я, говорит, в Москве сейчас буду. И, говорит, там встретимся. Ну и там, короче, все порешаем уже окончательно. Я говорю, да, хочешь, если там документально там заверим, что я вот там
автор канала такого-такого, обязуюсь там рекламировать. Он говорит, не, мне ничего типа не надо, там я там просто увидеться там и уже там все точки над «ё» расставить, да. Вот, ребят, кстати, хотел что сказать, пока вы слушаете. Не забывайте, что у меня есть, кстати, ТикТок. Я вообще двигаюсь по всем направлениям соцсетей. И есть закрытый телеграм-канал для тех, кто хочет знать больше, то, что я не могу здесь озвучить по каким-либо причинам. Ну, есть они. Думаю, вы понимаете, да? Как получить доступ к этому контенту, смотрите в видео инструкции по ссылке в описании. Давайте. Вот, в общем, мы договариваемся еще выходной, а выходной я всегда с детьми провожу. Вот, я выкроил время, чтобы там с ним увидеться. Приехал, там целый час по пробкам перся туда. Ладно, там поставил, в Москве очень дорогая парковка, поставил, короче, там на платную парковку. Мы с ним увиделись, 20 минут мы посидели в кафе, попили чая. Просто, перед этим мы созванивались, в общем, вот, договорились. Что все так. Он говорит, ну все, говорит, так как бы это, я, говорит, сам в Москве не живу. Я, говорит, сейчас здесь сниму офис, буквально через пару дней. Вот, сейчас, говорит, слетаю к себе там, домой в Питер. Здесь сниму офис, вернусь, ну, то есть через 2 дня все, мы еще раз с тобой встретимся, я тебе копейку передам, типа, вот, и все. Я говорю, да, давай, что, отлично, не вопрос. Ну и все, и поехал обратно по этим пробкам, хрен с ним. Вот, тут, короче, проходят эти 2 дня, я смотрю, тишина, я к вечеру решил сам как бы набрать, ну, потому что бабки же, ребят, бабки неплохие, вот, и как бы само сотрудничество по себе, я думаю, ну, не зашкварно же, да, человек адвокат, а я ему сказал, говорю, как бы, ну, я говорю, я не против, но мне надо удостоверить, что ты адвокат. Он мне показал все, документы, ксиву, вот. Короче, не позвонил, я ему вечером набираю, он мне говорит, слушай, я, говорит, офис снял, все нормально, но я, говорит, приболел, я не вылетел, я не в Москве. Вот. Я говорю, слушай, а чем мы, в принципе-то ждем? Мы же все обговорили, то есть ты мне сказал, там, что, ну, я тебе обрисовал, как я буду тебя рекламить, как я тебя буду рекомендовать людям. Все, там, твои контакты, напиши мне их просто, переведи мне бабки на карту, все, и я завтра уже, ну, завтра вот у меня ролик будет. Вот. Я с завтрашнего дня начну тебя рекламить. Он такой, да, ну я вот как-то вот привык больше, чтобы там вот ну лично передать. Я говорю, так зачем? Как бы, ну все работают вот ну так. Я вот там, ну видите, да, у меня реклама, она давно еще когда у меня 1005, наверное, подписчиков было, у меня брали рекламу, пацаны, там я шоурум рекламировал, там, да, у них мебель, да. Потом там Warface игру я рекламировал, Mail ко мне обращался. Кино даже я рекламировал, которое привозили в Россию. Этот кокаиновый барон, что ли. Я такого, кстати, не посмотрел. То есть, ну, просто каналы какие-то. Да до хера, что я рекламировал. Вот, то есть, как бы, и все вот, ну, просто удаленно договариваемся, они бабки кидают, как бы, и все. Вот так вот. Он такой... Я ему объясняю, говорю, как бы, ну, зачем век технологий, нахрена нам что-то опять пересекаться, мне опять пиздовать, блядь, в этот центр, короче, не знаю сколько там, час-два там постоять, чтобы 20 минут с тобой увидеться. Откуда? Слушай, ну это ладно, говорит, как бы, говорит, ну можно, говорит, я тогда типа не за 3 месяца, ну давай, говорит, за месяц переведу. Вот, я думаю, так, блядь. Ну я уж сразу понял, что это канитель, потому что, ну, блядь, балдокрутство. Потому что сначала он говорит одно, теперь он говорит другое. Я говорю, да мне без разницы, можешь хоть за 1 выпуск мне заплатить, да, вот сумму, как бы, я тебе по рекламе. Не понравится, блядь, можешь не платить дальше и не покупать у меня рекламу, если она не принесет тебе, как бы, блядь, никаких движений, да, там, в твою сторону. Вот. Он говорит, ну не, все, я понял, как бы, я говорю, ну просто надо уже, ну, хули в сиськи мять, блядь, правильно? Вот. Я говорю, давай уже делать вещи-то. Он такой... Ну да, все, короче, пиши номер карты, я тебе вот за месяц переведу, говорит, до завтра переведу. И вот уже 3-ю неделю он мне переводит. И как бы, ну все, его, естественно, он мне все там не звонит, не пишет, все понятно, просто чел слился. Вот накружил такую балду, и все бы ничего, но недавно я там лазю, да, на просторах Ютуба, мне так же, как и вам, вы смотрите меня, и вам выскакивают там всякие, кто по жизни, Швед, дядь Слава, Щадила, там, Белый Соболь, там, короче, они вам всем выскакивают точно так же, как и мне, потому что, ну, Станислав Андреевич, естественно, там, с нами чаек. Вот, и мне выскакивает Белый Соболь, и я вижу название ролика «Из тюрьмы в отпуск», и у меня прям, опачки,
Я нажимаю вступление, а там дальше там минуту идет. И, короче, этот адвокат с Белым Соболем по скайпу разговаривает. Короче, он переметнулся, решил к Белому Соболю. Видимо, Белый Соболь согласился. Да, кстати, Белый Соболь канал, не скажу, что он мне нравится, но достаточно положительно к нему отношусь. Я его там не смотрю, могу прокликать, да. Но мне нравится человек тем, что он, во-первых, сам себя, так сказать, взрастил, да, в интерес к себе. Никому не обращался, ничего. То есть, люди смотрят как бы. Людям интересно, и канал растет, там, в общем, отдаю, так сказать, ему должное, молодец в этом плане. Вот, сам по себе контент такой я не смотрю, я могу кликнуть, посмотреть там минуту-две, у всех практически, кого до этого перечислил, но редко я когда досматриваю ролик целиком. Ну, в общем, вижу я этого человека там. Кстати, напоминаю вам, ребят, не забывайте по этому поводу написать, высказаться, свое мнение. И вижу этого человека там. Он рассказывает, Белый Соболь ему задает вопросы, а как вот отпускают, а насколько там, что почем, какие цены. И вот этот адвокат там сидит, в общем, он решил, видимо, сотрудничать с Белым Соболем, видимо, Белый Соболь то ли цену меньше назвал, хотя и так там был, в принципе, недорого. Вот для адвокатов-то уж точно, они бабки гребут лопатой. Вот. То ли, так сказать, Белый Соболь согласился вот на это сотрудничество, что он там, если кто-то к нему обратится, тот человек с ним поделится деньгами, да. И как бы, знаете, что я хочу сказать? Я не держу зла, никакой обиды, ничего. Человек вправе делать все, что он хочет. Не захотел он, передумал. Да, было бы, конечно, лучше и солиднее, да, в его-то, тем более в возрасте, позвонить, сказать: Серег, извини, я там передумал, или я нашел вариант подешевле, все. Это несложно, хотя бы смс-ку напиши, но он не сделал даже этого, просто слился втихую. Вот. Чем показал, кстати, то, что он подтвердил вот это вот мое, к ним отношение, что вот, по сути, он вот так слился, показал себя, и, соответственно, он оказался таким балаболом очередным. Да? То есть я бы рекламировал его, и не факт, чтобы он поступил с кем-то там нехорошо, и потом бы, эти люди бы сказали: Серег, ты что, мы же там от тебя пришли к нему, ты сказал, что это хороший адвокат, он взял бабки, он ни хера не сделал, потому что они так и делают. Скорее всего, знаете, почему он не захотел со мной работать? Я вам объясню. Когда я ему сказал, так он ко мне пришел, говорит, типа, давай, перегоняй трафик на меня, а бабки пополам от тех, кто обратится. Я ему сказал: нет, типа, давай бабки конкретно за рекламу, да, это то же самое, что когда человек, например, попал, да, там, в ментовку, да, приходит адвокат сразу же, они там дежурят возле ментовки, сразу говорит: давай я тебя буду защищать, там, да, допустим, 200 тысяч плати мне, да, вот, и все, и тебе сейчас дадут условку или там, то есть, и ты ему говоришь: хорошо, давай, я не против, 200 штук, но оплата по факту тебе. То есть, вот, все, меня выпускают, да, мне дают условку, я вот сейчас выхожу отсюда, все, я тебе плачу бабки. Но если бы адвокаты работали так, они бы, были нищие. Они богатые, они очень богатые люди. Адвокаты гребут просто огромнейшие бабки. Вот поэтому он и не согласился со мной вот так вот работать. Уже, в принципе, я ему то же самое сказал. Вот. Как теперь вот, черканите, ребят, что думаете по этому поводу. А теперь вот суть всех вот этих адвокатов. Суть адвокатов — наебать родственников человека, который попал, пока не тепленькие. То есть, к примеру, вот я когда первый раз встрял, моя мать залезла в огромные долги. Короче, первым сроком, вот надо отдать должное, хоть у меня с ней не очень хорошие отношения, и по сей день первым сроком она как могла пыталась меня всячески вытащить и помочь мне, и передачки, дай бог ей здоровья. Вот. Потом она уже сказала: сынок, хочешь сидеть, сиди, все. Вот. И я как бы с нее ничего не требовал, не просил, просто там звонил ей из тюрьмы. Вот. Там двигался сам, там, как мог. Вот. А первым сроком она заняла огромные бабки, и адвокат не сделал ничего, абсолютно ничего, хотя обещал там, тоже золотые горы, что мне дадут условку, я малолетка и так далее, ограничиться отсиженным. Вот, я сидел все время под следствием, 1,5 года под следствием я просидел. Вот, обо всем этом смотрите, ребят, кстати, плейлист, вот кому интересно. Вот, все, а потом по итогу, мне повезло. Знаете, как повезло? Мне просили
3 года, короче, а судья дал 3,5. Вот. Ну, там такое реально может быть. Если вы думаете, что судья не может дать больше, чем просит прокурор, он может все, судья решает, сколько тебе дать. Нас вообще, короче, мне просили 3 года, Блудному, Царство Небесное, просили 2,5 года. И Чан, тоже Царство Небесное, мы ему просили, короче, год условно. Мы приехали на суд, мне 3,5, Блудному 3,5, Чан 2 общего дают. Вот такая фигня была. Это Московский суд в Рязани. Ну, районный Московский суд. Не помню, как судью звали. Но не суть важно. Короче, ничего не сделал адвокат, ни хрена. Это вот я вам так объясняю. А работают они так, смотрите, вот человек попал, да, родственники, естественно, там в ахуе, все там, блин, сейчас нашего этого там. И тут появляется он. Я им еще раз говорю, они дежурят прямо возле ментовок таких. Либо они в теме там со следаками, да, там говорят, слушай, вот тебе привезут какого-нибудь такого, да, там по уголовке, там вот где 100% хлопать. Короче, мне звони сразу, да, я тебе там копейку, вот, если меня наймут. Вот, скорее всего, так и есть. Ну и все, прилетает адвокат и начинает там, а у тебя есть там родственники, там жена, мама, там, ты там, ну да, есть там. А ты перепуганный сидишь там, блядь, еб, в тюрьму-то неохота. Ну, вот, доигрался, бля, хуй на скрипке. Он говорит, ну давай позвоним там туда-сюда, блядь. Ну они звонят, приезжают, и он им начинает говорить, слушайте, сейчас мы поедем на меру пресечения избирать, давайте, я готов защищать вашего там сына, мужа, вот, ну там, к примеру, там 100 тысяч рублей. Вот. Я буду вести его дело. Все будет там, я там сделаю там все круто, его сейчас на подписку отпустят, короче. Ну, естественно, родственники твои, естественно, блядь, они хотят, чтобы тебя хотя бы там до суда отпустили, там, чтобы ты сразу сейчас пошел домой, блядь. Хотя уже тебя никто не отпустит, скорее всего. Вот. Есть серьезная делюга какая-то. Они, да, они соглашаются, все прям сходу ему дают, блядь, 100 тысяч. Никаких не идет там речь, там, типа, блядь, это... Давайте, ну, сейчас отпустят по результату. Он говорит, нет, так не пойдет, бля, ёпта, ребят, несерьезно, надо договор сейчас заключить сразу. Вот, они все официально, они официально все заключают, они наебывают официально, ёпта. Вот, ну все, дальше там едешь, да, едешь ты, короче, в эту хуйню, тебе дают, блядь, 2 месяца ареста, тебя в СИЗО. Эти там за голову, блядь, ну, там, мама, папа, блядь, дедушка, бабушка, там, жена. Типа, как так, там, туда-сюда. И адвокат такой говорит, так, не ссыте, все нормально. В течение 10 дней мы можем это решение обжаловать, да? Да, его сейчас увезут на тюрьму, но я напишу сейчас жалобу, и эту хуйню отменит, короче, все, он пойдет домой. Но вся хуйня в том, что никто не пойдет домой уже. Если тебя посадили в тюрьму, блядь, если тебе судья дал уже арест, меру пресечения, что ты будешь под следствием находиться в СИЗО, уже никто тебя, блядь, оттуда не вытащит. Ну, не знаю, если только за огромные, за миллиарды, за миллионы, блядь, какие-то. Просто смысл. Судья посчитал, что ты можешь скрыться там и так далее, да? Районный судья. У тебя есть 10 дней, чтобы обжаловать эту канитель. Ты обжалуешь, там, не знаю, в Мособлсуд, да? А там как бы смотрят и думают, блин, ну там судье видней. То есть следователю, прокурору им видней, что тебе нужно сидеть под следствием или нет. Как они возьмут и отменят? Зачем тогда тот суд он дает? Зачем тебе арест? Никто никого не отменит, блядь. Короче, дальше следующее происходит. Дальше, чем занимается адвокат на протяжении всего вот этого следственного мероприятия, когда закрывают там, ну, ведут дело, закрывают. Он просто приезжает, присутствует при твоем допросе и ставит галочку, ну, роспись, короче, ставит галочку. Какую галочку? Роспись он ставит, где галочка, где адвокат, законный представитель твой, короче. Ну и все, больше ничего не делает. Его поэтому и называют Кивало. Потому что он ни хрена не делает. Он просто, блядь, как бы приходит и просто он есть. Вот. В редком случае они могут помочь какие-то собрать справки. Если есть какая-то болезнь, там, и еще что-то, короче. Ну, вот какой-то такой канитель. Больше они не делают нихуя. Не будет такого, знаете, что на суде они там будут бить в грудь там, или рвать жопу и говорить, ваша честь, как в американских фильмах, я протестую, вы не имеете права, там статья такая-то такая. Не, ничего этого не будет. И почему, я вам это тоже объясню. В общем, все это время он там просто присутствует, когда тебя допрашивают, потом начинается суд.
Он родственникам говорит: так, ну что, сейчас суд, вот. Если хотите, чтобы я его на суде представлял, да, как бы, давайте еще 100 тысяч, да. А те как бы думают: блядь, а что нам, адвокат сейчас менять? Все это время был, он как бы все знает, как бы, да. Его и оставим, пускай он доделает, да. В общем, все, ты едешь на суд, тебя привозят, вернее, в воронке, в общем, этот адвокат там сидит, и вот Кивало, почему он называется Кивало? Чем они занимаются на суде? Там происходит прения сторон, там, да, там вот прокурор говорит, вот подсудимый сделал то-то, то-то, ты говоришь, там, сделал или не сделал. И когда доходит очередь до адвоката, они говорят: там, линия защиты, что вы скажете? И вот он встает и начинает: ваша честь, прошу учесть, блядь, мне мало лет, я мало жил, на ваш закон я хуй ложил, блядь. Нет, конечно, не так. Причем он встает, значит: ваша честь, прошу учесть, что человек судим первый раз, ранее не привлекался, имеет хорошие там положительную характеристику с работы, которую возьмут твои родственники на самом деле. Он не поедет брать ее на работе. Он ее просто приобщит к делу. Вот возьмет у твоих родственников в отделении полиции и приобщит к делу. В общем, вот вся его работа. Там у него наличие несовершеннолетних детей. Там. Короче, все то, что судья видит в деле и так, он просто проговорит. Это судья видит и так, потому что следователь это должен все как бы, когда передает дело в суд, он это должен все, он должен и отягчающие обстоятельства указать, и смягчающие обстоятельства он должен указать. Потому что если он этого не сделает, ему дадут по шапке. За то, что он как бы не в полной мере собрал картину, понимаете, вот этот вот пазл, где осужденный такой-то, такой-то человек, да, там, при таких-то обстоятельствах вот попал в такую ситуацию. Вот. Вот и все. Все, что он делал. Дальше дают там 5 лет. Вот, ни пизды, ни котлет. Родственники опять в ахуе: да как так, ты ёб, ты обещал, то все. И вот такая есть отмазка, знаете. Да вот судья там плохая попалась там туда-сюда. У нее там когда-то давно там кого-то родственник какого-то или ограбили, или что. Вот она теперь по грабежам судит, короче, капец. Ладно, херня все. Сейчас напишем кассационную жалобу, короче. Раньше была кассационная жалоба, называлась кассатка. Сейчас апелляция. Напишем, короче. Вот. Бля, ролик большой, но, ребят, он полезный, он будет вам полезен. Вот, в общем, напишем кассационную жалобу, все, его выпустят. И опять же, опять давай бабки, 100 тысяч, там, 200, 300, там разные цены. Вот. И как бы все, я сейчас напишу. Но, естественно, его никто не отпустит. Блять, зачем тогда ему прошлый судья давал срок? Редко бывает, что отмена приговора, я не знаю, с чем это связано, то ли, я видел такое, что бывала отмена приговора, но на моем веку за 12 лет я видел, может, 3 случая, максимум 3, не 3, не больше 5, чтобы кому-то отменили приговор, и потом его отпустили вот так вот, я не знаю, за бабки, за большие бабки, либо реально как бы, судья какой-то попался, увидел, что там, блядь, надо дать условный срок, а не реальный. Но представляете, скольких людей я за 12 лет видел в тюрьме, там 1000 людей, то есть там текучка большая, кто-то освободился, кто-то вышел, там вот этих дел, бля, я видел огромное количество. Вот. Ну и все. А дальше пиздец. Как бы все, ему никто ничего не отменяет, естественно, как бы и все. И до свидания. Вот у меня так нанимали адвоката 2 раза. Первый раз все вытащил деньги с моей матери. Второй раз у меня не было адвоката. Третий раз, когда меня закрыли, вернее, 4-й, блядь, там он нахлобучил мою жену. Вот. Вытащил из нее там немного, но все, что было. Вот. Гондон, блядь. Почему? Теперь вот вопрос, наверное. Почему, возвращаемся назад, они не будут тебя защищать? Дело в том, что адвокаты это все бывшие сотрудники УФСИНа, МВД, прокуратуры, ГАИ. В общем, все те, кто раньше служили в органах. Не знаю, 999 из 1000. Которых поперли оттуда за какой-либо косяк, либо которые сами хотят просто больше зарабатывать, и они вот пошли туда. Вот. Соответственно, эти люди, они нас ненавидят. Они ненавидят уголовников. Они раньше нас сажали.
охраняли, там, не знаю, давали нам 40. Как они нас, блядь, будут защищать? Вы сами просто подумайте. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто, ну, возможно, у вас там как-то сидят родственники, там, да, или встряли, там, либо вам там что-то грозит, да. Просто вот прикиньте, вот, ну, поверьте моему опыту, они не будут ничего делать. Они будут делать вот алгоритм их действий, который я вам озвучил, ни больше, ни меньше. Да, есть хорошие адвокаты, да, есть те, которые, когда заходят в отдел, там менты дрожат, потому что там может быть, блядь, увольнение почти всего состава. Это, например, какие-нибудь Генри Падва, Резник, такие адвокаты, которые разваливают дело на стадии следствия. То есть оно не доходит до суда, они разъебывают, блядь, вот по полочкам, по закону. Ну там реально их боятся. Но там сумма, понимаете, им заплатить, ну, 6 нулями. И за копейки. А те, которые работают вот за копейки, они просто обманщики. Они просто обманывают народ. Вот наживаются на том, что вот человек попал. И самое, знаете, что вот в этом обидное, да? Хрен бы с ним, да, если бы они вытягивали деньги, там я вот сел, да, к примеру, да, за преступление. И я вот так вот, ну, решил, думаю, попытаю удачу, дам адвокату 300 тысяч, глядишь, вытащит. Нет, страдают родственники. Родственники вообще же ни в чем не виноваты. Вот я долбоеб, например, там был, не знаю, сейчас в какой-то мере тоже остаюсь, там, да, еще, ну, я на пути к исправлению, каждый, там, меняюсь к лучшему, каждый, скажем, днем. Но, когда я попадал, да, я вот виноват, я попадал, а родственники мои, ни жена, ни мать, там, ни дедушка, ни бабушка, никто, они не виноваты, но им похую. Это то же самое, вот как ритуальные эти агенты, которые прилетают, как только у человека там случилось какое-то горе. Прям сразу хлопают. Вот на это. Вот в чем самый их, короче, косяк, блядь, ну и почему. И, кстати, если их закрывают, если его посадят, да, за что-то там, адвокаты его не посадят в обычную зону, вот там убьют нахуй. Его посадят в зону к БСникам, вот, где сидят бывшие служащие и так далее, потому что его там просто растерзают, этого адвоката. Вот. То есть, чтобы вы понимали, что это за люди, да? Ну, общую картину вам нарисовал. Я не говорю, что все, но практически все. У меня когда было видео про адвокатов, мне многие писали там, вот, я адвокат, я не такой-сякой. Я говорю, отталкиваясь от своего опыта. Может быть, у кого-то есть и какие-то случаи, там, когда адвокат помог. Они могут помочь, какие-то гражданско-правовые отношения, когда ты там с соседом судишься. Они могут, да, какую-нибудь бумажку написать, там, вот, ну, вот этот суд, я забыл, как он, блядь, называется. Вот, мировой. Это да, они могут. Но касаемо уголовных дел, они не полезут в залупу ругаться с прокурором, там, рамсить и так далее, там, да, отстаивать твои права, тебя, преступника, нарушившего закон. Они этого делать не будут. Какой выход? Выход и вывод из всего этого. Есть очень нормальная тема защищать себя самому. Ты имеешь право защищать себя сам, отказаться от адвоката. И если недолго посидеть, изучить законы, да, взять просто уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс с комментариями, со всем хуйней, там можно все это почитать, поштудировать, короче, и защищать себя самому. И я вам хочу сказать, это намного лучше. Во-первых, это дешевле в разы, а то и в сотни раз. Во-вторых, это намного действеннее. Судья видит, что ты сам заинтересован в своей защите. То есть ты сам хоть, ты не просто, блядь, как вот вялое говно дал денег, там как бы, и, ну, адвокат, ну, делай что-нибудь, защищай меня. А что ты сам отстаиваешь свою точку, ты сам защищаешь себя, то есть ты там без боя, блядь, сдаваться не собираешься, то есть и ты там ищешь способы, там, ну, короче, доказываешь сам свою невиновность или свою правоту. Судья это видит, и всегда это воспринимается серьезно, к этому относится серьезно, и я реально видел, вот без пиздежа вам говорю, что когда человек брал и сам настолько, вот он знал вот эти все книги от корки до корки, и судьям приходилось с ним договариваться на какой-то, ну, на компромисс, чтобы они ему говорили, слушай, ты сидишь уже 1,5 года под следствием, давай вот согласись на это, мы тебе дадим 2 года. Поедешь в зону, через месяц нахуй освободишься. Вот такие случаи были, вот реально, да. И реально вот были люди, и эти же люди, кстати, вот, ну, которые сами себя защищали, изучали эти книги, вот они в хате, там, в СИЗО писали людям кассационные жалобы, блядь, и людям скидывали по полгода, по году, когда человек защищал себя сам.
Это, ну, своя шкура, как ни крути, она все равно дороже будет. Согласитесь, да? Ладно, получился реально огромный ролик. Я надеюсь, он будет полезным вам, ребят. Серьезно. Тема больная, интересная. Вот. Еще раз хочу вам сказать, что лайки, как и дизлайки. Ну, дизлайки платные на этом канале. С карты снимают бабки. Лайки бесплатные, ребят. Подписка бесплатная. Не забывайте подписываться на мой второй канал. Инстаграм, ВК, ТикТок, еще раз напомню. Стримы, прямые эфиры проходят каждый четверг и субботу в 19:00 по Москве. Там вы можете задать интересующие вас вопросы. Вот. Ну, в принципе, все. Все, что хотел вам сказать. Берегите себя. Не попадайте в плохие ситуации. Не попадайте в тюрьму, тем более уж. Желаем всем здоровья, добра. Увидимся.